Все ближе и ближе праздничная пора. А в балетном мире это значит только одно – марафон щелкунчиков в каждом, даже самом маленьком театре, во множестве школ и любительских студий, от Японии до Великобритании и от Канады до Австралии. К концу года мы все уже подустали. И так хочется хотя бы на пару часов забыть обо всех заботах и погрузиться в волшебную сказку, вновь почувствовав себя малышами, приходящими в восторг при виде новогодней или рождественской елки. Увы, не каждый может попасть на новогодний спектакль, но я попробую в этом видео подарить вам немножко волшебства и тепла. Сегодня говорим о Щелкунчике. Наверняка вы слышали формулировку «балет по произведению Гофмана, Щелкунчик и Мышиный король». Но вообще-то это не совсем так. Когда Мариус Петипа продумывал план будущей постановки, он обращался к тексту не Гофмана, а Дюма отца. «Тысяча чертей!» Да-да, того самого автора «Трех мушкетеров». Александр Дюма написал французскую версию сказки, добавив вступление от имени рассказчика и изменив некоторые детали сюжета. Но главное, его Щелкунчик получился совсем другим по атмосфере. Произведение Гофмана пропитано готической мистикой и иронией, в то время как версия Дюма более светлая, по-французски легкая и изящная. Гофман противопоставляет мир взрослых скептиков маленьким мечтателям и не дает точного ответа на вопрос, правдива ли эта история, была ли она на самом деле. Дюма же наполняет повествование духом приключений, а главная идея его произведения заключается в том, что любовь способна победить любое зло. Сказка Гофмана временами даже жестока, а у Дюма – мила. Царивший в Мариинском театре Петипа, француз по национальности, взял за основу балета не оригинал Гофмана, а пересказ своего соотечественника. Вероятно, именно по этой причине балет получился таким, каким мы его знаем – милым и добрым. Гофманов было двое. Автором, вдохновившим Дюма, а вслед за ним Петипа, был Эрнст Теодор Амадей, писатель-романтик. Но в Германии был и другой писатель с такой же фамилией – Генрих Гофман, врач-психиатр, на досуге пробующий себя в литературе. Среди моралистических рассказов доктора Гофмана было произведение «Король Щелкунчик» и «Бедный Райнхольд». Умирающий мальчик попадает в волшебную страну, где становится свидетелем парада в честь короля Щелкунчика, после чего просыпается совершенно здоровым. Очевидно, сюжет далек от балета. Тогда зачем мы об этом произведении вообще говорим? Об этом следующий факт. Вдохновившись произведением Гофмана-врача, немецкий столяр Фридрих Вильгельм Фюхтнер в 70-х годах XIX века создал всем нам хорошо знакомую деревянную фигурку Щелкунчика. Вообще, антропоморфные, то есть сделанные по образу и подобию человека, щипцы для орехов существовали давно. Первоначально эти фигурки были карикатурными. Через них мастера из народа смеялись над властимущими. Но после первых игрушек Фюхтнера Щелкунчик стал настолько популярным, что началось массовое производство этих бравых солдатиков в красном одеянии и с лихими усами. Интересно, что потомки Фридриха Фюхтнера продолжают его дело, и уже в 8-м поколении семья создает щелкунчиков из 60 составных частей с помощью 130 рабочих операций. Каждая такая фигурка до сих пор расписывается вручную. Но давайте вернемся к балету. Если вам доводилось смотреть разные версии Щелкунчика, вы, быть может, замечали определенную путаницу с именами героев. Где-то главная героиня Маша, где-то Мари, а где-то вообще Клара. Как так вышло? Реальные прототипы, дети друга Гофмана, носили имена Фридрих и Клара. Автор в своем произведении назвал их Фрицем и Мари, а Кларой звали любимую куклу девочки. После Первой мировой войны и противостояния с Германией в СССР главную героиню переименовали в Машу, а на Западе прижилось имя Клара. Первого Щелкунчика ставил не Петипа. Он заболел и передал балет Льву Иванову, о котором я уже рассказывала в видео про «Лебединое озеро».
Иванов был талантливейшим, но и тишайшим застенчивым человеком, всегда находившимся на втором плане, в тени Пятипа. Именно он стал создателем великих лебединых сцен в озере. А в «Щелкунчике» его шедевром является так называемый танец снежных хлопьев или танец снежинок. Современники писали, что в этой зрелищной сцене принимало участие около 60 танцовщиц, а хореография создавала иллюзию фантастических зимних узоров и снежных вихрей. Как будто Иванов смог увидеть снегопад глазами ребенка. Так и родился волшебный танец прекрасных снежинок. Еще одной масштабной сценой было сражение игрушек с мышиным войском. Для нее даже не хватило артистов, поэтому помимо учеников балетной школы пришлось приглашать на роли мышей мальчиков из школы лейб-гвардии финляндского полка. Увы, оригинальная хореография Иванова не сохранилась, но осталась нотация Николая Сергеева. Что такое нотация? Это с помощью специальных знаков записанный рисунок балета. Далеко не всегда в нотации удавалось отразить все детали хореографии. Далеко не каждый мог читать нотации по сложной системе Степанова. Поэтому в разных версиях могли происходить искажения. На данный момент привезенная Сергеевым нотация все-таки считается самым достоверным источником. Она хранится в коллекции Гарвардского университета. Постановок «Щелкунчика» множество. В Петербурге в 20-е годы появился авангардный балет Федора Лопухова с мелодикламацией и элементами акробатики. В Москве шла версия Александра Горского. В 1934 году на сцене Мариинского театра прошла премьера ставшего классикой «Щелкунчика» Василия Вайнонена, который вот уже 80 лет идет в городе на Неве. У Вайнонена фантастические мотивы исчезли, и история превратилась в добрую сказку о девочке, которой приснился чудесный сон. В 1966 году учившийся в Петербурге и обосновавшийся в США Джордж Баланчин поставил своего «Щелкунчика», во многом опираясь на воспоминания об оригинальном спектакле. Занятный факт. В 1993 году вышла экранизация баланчиновского балета, где в заглавной роли появился ученик балетной школы Маколей Калкин, тот самый всеми любимый Кевин из фильма «Один дома». В 1954 году появилась классическая московская версия авторства Юрия Григоровича. Многие из этих постановок можно посмотреть на Ютубе или где-то еще. А новые версии продолжают появляться с завидной регулярностью. Новые поколения хореографов не могут остаться равнодушными к прекрасной сказке о Щелкунчике и Мари. Говорить об этом прекрасном, нежно любимом многими спектакле можно бесконечно. Но, пожалуй, мы здесь остановимся. Большое спасибо за то, что в 2023 были вместе с Russian for Dancers. Я желаю вам отличных новогодних каникул и с нетерпением жду нашей встречи в следующем году.